Вы когда-нибудь чувствовали, как в одну секунду ваша жизнь превращается в прах? Не от пожара, не от болезни, а от одного телефонного звонка. Сегодня я должна была пить коктейль на берегу океана, празднуя 10 лет идеального брака. Вместо этого я стою посреди нашей роскошной гостиной и смотрю на мужчину, которого называла мужем. Мужчину, который каждое утро целовал меня в лоб, а по ночам он просто оплачивал счета за мою слепоту. Я думала, что наш дом — это крепость. Оказалось, это камера, а я в ней не любимая жена, а живой щит. Живой щит, который спас его от тюремной решетки 10 лет назад. Меня зовут Анна. И это история о том, как мой идеальный муж купил себе свободу ценой моей жизни. И о том, что происходит, когда кукла, которой он манипулировал 10 лет, вдруг решает перерезать нити и нанести ответный удар. Дослушайте до конца. Потому что правда, которую я узнала, заставит вас оглянуться на своего спутника и спросить, а кто он на самом деле? Солнечный зайчик прыгал по шелковой наволочке, когда я открыла глаза. 10 лет. Ровно 10 лет с того дня, как я надела белое платье и сказала «да». Рядом, как и каждое утро, лежала записка. Моей единственной. Кофе на плите, подарок в гостиной. Люблю больше жизни. Я улыбнулась. Мои подруги завидовали мне до зубного скрежета. Игорь был не просто мужем, он был моим миром. Успешный застройщик, мужчина, который ни разу не повысил на меня голос. Знаете, бывает такая тишина в доме, которая кажется лечебной. Я верила, что заслужила эту тишину, ведь до встречи с ним моя жизнь была совсем другой. Я помню, как познакомилась с ним. Мой отец тогда был влиятельным полковником Следственного комитета, суровый человек, который редко кого подпускал ко мне. Но когда Игорь, тогда еще молодой, дерзкий и с разбитой костяшкой на правой руке, пришел к нам в дом, отец почему-то сразу оттаял. «Хороший парень, Анечка, надежный. За таким, как за стеной», — сказал папа. Тогда я не придала значения тому, почему мой строгий отец так быстро одобрил этот союз. Почему он лично занимался документами Игоря после какой-то мелкой дорожной неурядицы, о которой муж вскользь упомянул на втором свидании. Тогда это казалось заботой. Сейчас я понимаю, это была сделка. В гостиной меня ждал огромный букет белых лилий. И конверт. Билеты на Мальдивы, бизнес-класс, вылет через 5 часов. Я начала собирать чемодан, напевая под нос. Игорь вошел в спальню бледный. Он постоянно проверял свой второй телефон, тот рабочий, который он никогда не оставлял включенным дома. «Малыш, возникли терки на объекте. Я провожу тебя до терминала, а сам вылечу следующим рейсом, через 3 часа. Обещаю». Он обнял меня так крепко, что мне стало трудно дышать. Его руки дрожали. «Игорь, все хорошо?» — спросила я. Он посмотрел мне в глаза, и на секунду в них мелькнул ужас. «Нет, я списала это на усталость. Все будет хорошо, когда ты будешь далеко отсюда», — ответил он. Странная фраза, правда? Но я тогда лишь рассмеялась. В аэропорту было шумно. Игорь суетился, постоянно оглядывался на входные двери. Он буквально затолкнул меня в зону регистрации, поцеловал в висок и быстро ушел, даже не дождавшись, пока я пройду паспортный контроль. Я стояла в очереди, когда поняла. Мой телефон остался в его куртке. Мы поменялись ими в машине, чтобы я посмотрела фото отеля, и я забыла вернуть свой. Я выбежала из очереди, надеясь догнать его на парковке. Я видела его машину. Черный внедорожник еще не уехал. Я дернула ручку двери. Игорь сидел внутри, прижав трубку к уху. Его лицо было багровым. «Я отправил ее! Слышишь? Она в самолете! Хватит доить меня, тварь! Ты получила свои миллионы в этом месяце!» — орал он в трубку. Я замерла. Мой идеальный, спокойный Игорь. Кому он кричал? О каких миллионах речь? В этот момент он обернулся и увидел меня за стеклом. Его телефон выпал из рук прямо мне в ноги, на асфальт. Вы когда-нибудь видели, как у человека за доли секунды меняется лицо? Не просто выражение, а сама суть. Мой Игорь, мой ласковый, заботливый Игорь на секунду превратился в незнакомца. Его глаза
В них не было раскаяния. В них был животный, парализующий страх. Мы стояли на парковке аэропорта. Мимо спешили люди с чемоданами. Кто-то смеялся, кто-то опаздывал на рейс. А для меня время остановилось. Телефон лежал на асфальте между нами, экраном вверх. Он продолжал вибрировать. Имя на экране заставило мою кровь застыть. Сестра. Не брать. У Игоря никогда не было сестры, он рос сиротой. Я знала это с первого нашего свидания. Он рассказывал, как тяжело ему было пробиваться одному, без поддержки, без семьи. «Аня, ты почему здесь?» Его голос сорвался на сиплый шепот. Он сделал шаг ко мне, пытаясь загородить телефон ботинком. Слишком поздно. «Кто это, Игорь? Какая сестра?» Мой голос звучал чужим из-за шума крови в ушах. Он попытался улыбнуться. Эта кривая, фальшивая улыбка теперь будет преследовать меня в кошмарах. Это просто рабочий код, Ань. Проблемы настройки, я же говорил. Клиентка скандальная. Я записал ее так, чтобы не раздражаться лишний раз. Дай телефон, ты же на рейс опоздаешь. Он протянул руку. Слишком резко. Слишком жадно. И в этот момент во мне проснулась та самая дочь полковника, которую отец учил никогда не верить оправданиям, если глаза человека бегают. Я не отдала телефон. Сама не знаю как, но я успела схватить его первой и отпрыгнуть назад. Я сама разберусь с твоей клиенткой, Игорь, раз она так тебя допекла. Я старалась говорить спокойно, хотя сердце колотилось о ребра, как пойманная птица. Я развернулась и пошла не к терминалу, а в сторону такси. Слышала, как он кричал мне вслед, как хлопала дверь машины, но я не оборачивалась. Я села в первое попавшееся желтое такси и выдохнула только тогда, когда аэропорт остался далеко позади. Телефон в моей руке снова ожил. Снова сестра. Я нажала на кнопку приема, но не произнесла ни слова. На том конце долго молчали. Я слышала тяжелое свистящее дыхание, а потом женский голос, холодный и надтреснутый, произнес: «Игорь, я знаю, что ты там. Не вздумай отключаться. Твоя куколка улетела? Отлично. Теперь слушай. Если до вечера на счету не будет еще 5 миллионов, я приду прямо к твоему тестю. Я расскажу полковнику, чью кровь ты смывал с асфальта 10 лет назад. И поверь, он не поможет тебе во второй раз». Связь оборвалась. 5 миллионов. Кровь на асфальте. Мой отец. Пазл начал складываться, но картинка была такой чудовищной, что мой мозг отказывался ее принимать. Я приехала не домой. Я знала, что Игорь будет искать меня там. Я сняла номер в захудалом отеле на окраине города, где пахло старыми коврами и дешевым чистящим средством. Я дрожащими пальцами ввела пароль на его телефоне. Дата нашей свадьбы — 12.05. Он всегда говорил, что это самый счастливый день в его жизни. Боже, какой цинизм. В галерее было пусто. В контактах только работа. Но в папке «Удаленные файлы» я нашла то, что он не успел стереть. Фотография. Старая, пожелтевшая, явно переснятая на телефон с бумажного оригинала. На фото была молодая девушка в инвалидном кресле. Красивая, с огромными печальными глазами, удивительно похожими на мои. Она сидела на фоне какого-то серого здания, похожего на интернат. На обороте снимка, который тоже был сфотографирован, размашистым почерком мужа было написано: «Цена тишины. Июль 2014 года». 2014 год. Год, когда мы познакомились. Год, когда мой отец внезапно получил звание и новую квартиру. А Игорь из простого прораба превратился во владельца строительной фирмы. Я зашла в банковское приложение. Каждый месяц, 10 числа, Игорь переводил огромную сумму на счет некоего фонда «Надежда». И каждый раз в назначении платежа стояло одно и то же слово — «алиби». Я сидела на кровати в полумраке номера, глядя на фото этой девушки. Кто она? И почему Игорь платит ей за тишину? Если это была авария, то почему мой отец, честнейший человек, помог ему это скрыть? И тут я вспомнила. 2014 год. Громкое дело о сбитой паре на загородном шоссе.
Виновника так и не нашли, хотя говорили, что машина была дорогой. Черного цвета. Как у Игоря. Внезапно в дверь номера постучали. Негромко, 3 коротких удара. «Кто там?» Я сжалась в комок, пряча телефон под подушку. Тишина. А потом из-за двери раздался тот самый женский голос, который я слышала в трубке полчаса назад. «Анечка, не бойся. Я не причиню тебе вреда. Я просто пришла забрать то, что принадлежит мне по праву. И поверь, твой муж — это самое меньшее, что он мне должен». Я подошла к глазку, затаив дыхание. На пороге стояла женщина в черном капюшоне. Она медленно подняла голову, и я вскрикнула, закрыв рот руками. У нее было мое лицо, только изуродованное старым, страшным шрамом от виска до подбородка. Я стояла, прижавшись спиной к холодной двери номера, и чувствовала, как дрожь в коленях становится невыносимой. Стук в дверь повторился. Тихий, настойчивый, словно стучала не смерть, а сама истина, от которой невозможно скрыться. «Аня, открой! Я знаю, что ты там. Я видела, как ты выходила из такси». Голос за дверью был лишён эмоций, но в нем слышалось странное эхо моего собственного тембра. Я медленно потянулась к замку. Пальцы не слушались, ключ привернулся с металлическим скрежетом. Я приоткрыла дверь на цепочку и замерла. В тусклом свете коридора стояла женщина. Черный капюшон скрывал волосы, но лицо... На меня смотрели мои собственные глаза, те же изумрудные искры, та же форма бровей. Но левую сторону ее лица пересекал чудовищный рваный шрам, который тянулся от виска, стягивая угол губы в вечной горькой усмешке. «Кто ты?» – прошептала я. «Я та, кем ты должна была стать в ту ночь 10 лет назад». Она сделала шаг вперед, и свет упал на ее руки. Тонкие, покрытые белыми пятнами ожогов. «Я не сестра Игоря, Аня. Я его расплата. И твоя тоже». Она вошла в номер, не дожидаясь приглашения. Ее звали Марина. В 2014 году она была невестой Игоря. Молодой архитектор, полная планов на жизнь. Пока в их машину на загородном шоссе не влетел черный внедорожник. Твой Игорь не был за рулем в ту ночь, Аня. Он пытался вытащить меня из горящего салона, пока водитель той машины стоял рядом и курил, глядя, как мои родители догорают на заднем сиденье. Знаешь, кто это был? Я качнула головой, чувствуя, как мир вокруг начинает плавиться. Это был твой брат, Артём. Тот самый святой, которого твой отец объявил погибшим в автокатастрофе за год до этого, чтобы спасти от трибунала. Артём был пьян. Он не просто убил моих близких, он уничтожил меня. Но твой отец, великий полковник, не мог допустить, чтобы его сын, его гордость, сел в тюрьму. Марина горько рассмеялась, и этот звук полоснул меня по сердцу. Отец предложил Игорю выбор. Либо он берет вину на себя и гниет в камере, а я умираю в больнице, без денег на операции. Либо он женится на тебе, становится тенью твоего отца, управляет его грязными деньгами через стройки, а взамен я получаю лучшие клиники мира и пожизненное содержание. Игорь выбрал меня. Он продал свою жизнь тебе, чтобы спасти мою. Я слушала ее и не могла вздохнуть. Значит, все эти 10 лет, каждый поцелуй Игоря, каждое «люблю», каждый подарок — это был не акт страсти, а пункт в контракте? «Он ненавидит тебя, Аня». Марина подошла вплотную, я почувствовала запах ее горьких духов. «Каждый раз, когда он касается твоей кожи, он вспоминает мои ожоги. Каждый раз, когда ты улыбаешься, он видит мой шрам. Ты для него не жена, ты надзиратель, живое напоминание о том, что он раб твоего отца. Но почему сейчас?» Я нашла в себе силы заговорить. «Почему он кричал на тебя в аэропорту?» «Потому что твой отец решил избавиться от свидетелей. Срок давности по делу Артёма скоро истекает, и полковнику больше не нужны хвосты. Он приказал Игорю убрать меня.
А когда Игорь отказался, отец решил убрать вас обоих. Мальдивы? Ты правда думала, что это отпуск? Это был билет в один конец. Самолет не должен был приземлиться, Аня, но Игорь в последний момент передумал. Он высадил тебя, чтобы спасти. И тем самым подписал себе приговор. В этот момент мой телефон, лежащий на кровати, вспыхнул ярким светом. Новое сообщение. Не от мужа. От отца. «Анечка, я знаю, что ты не на борту. Игорь совершил глупость, решив, что может играть в героя. Не делай ту же ошибку. Сиди в номере, мои ребята уже на этаже. Мы отвезем тебя домой, к брату. Он очень соскучился». «К брату? К покойному брату?» Я посмотрела на Марину. В ее глазах мелькнул первобытный ужас. «Он идет за тобой», — прошептала она. «Если ты сейчас уйдешь с ними, ты больше никогда не выйдешь из того особняка. Ты станешь такой же пленницей, как Артём, которого он прячет от мира». За дверью послышались тяжелые размеренные шаги нескольких человек. Глухой звук рации. «Третье, мы у двери. Заходим по сигналу», — раздался низкий мужской голос. Я схватила сумку и посмотрела на окно 4-го этажа. Выбора не было. Мой отец, мой герой, только что отдал приказ на мою ликвидацию. Или на нечто гораздо худшее. Шаги за дверью замерли. В этой тишине я слышала, как бьется сердце Марины. Быстро, рвано, как у загнанного зверя. Она схватила меня за руку, и ее обожженная кожа обожгла меня холодом. «В окно, Аня! Сейчас или никогда!» – прошипела она. Мы вылезли на узкий пожарный карниз. 4-й этаж, ледяной ветер в лицо, внизу грязный переулок, залитый неоновым светом дешевых вывесок. В ту секунду, когда я перекинула ногу через парапет, дверь моего номера разлетелась в щепки. Я не оглядывалась, но слышала сухой деловой голос одного из ребят отца. Объект уходит по фасаду. Огонь на поражение не открывать. Полковник хочет ее живой. «Живой». Это слово прозвучало страшнее, чем приказ убить. Мы скользили по мокрому металлу, обдирая ладони в кровь. Внизу нас ждала старая разбитая машина Марины. Мы сорвались с места за секунду до того, как из дверей отеля выскочили люди в камуфляже. «Куда мы едем?» — выдохнула я, вжимаясь в сиденье. «В ад, Анечка, в твой родной дом. Единственное место, где твой отец не ожидает нас увидеть сегодня ночью». Наш семейный особняк всегда казался мне воплощением уюта. Теперь же, в 3 часа ночи, под проливным дождем, он выглядел как бетонный склеп. Отец был уверен, что я прячусь в городе, и забрал всех людей на поиски. Дом охранял лишь один старый садовник, который давно ослеп на один глаз. Мы пробрались через задний двор, мимо моих любимых кустов роз, которые теперь казались спутаны колючей проволокой. Марина знала путь лучше меня. Она вытащила из сумки тяжелую связку ключей. «Откуда они у тебя?» — спросила я, холодея. «Твой Игорь, он делал дубликаты годами. Он готовил этот день, Аня. Он знал, что рано или поздно тебе придется увидеть то, что скрыто под фундаментом этого благополучия». Мы вошли в кухню. Тишина дома давила на уши. Пахло дорогим кофе и воском. Обычные запахи моего детства, которые теперь вызывали тошноту. Марина подошла к шкафу в кладовой, отодвинула тяжелую полку с консервацией и нажала на едва заметный рычаг. Пол бесшумно ушел в сторону, открывая зев крутой бетонной лестницы. Оттуда пахнуло чем-то сладковатым, антисептиками и сыростью. Мы спускались вниз. Стены здесь были обиты звукопоглощающими панелями. В конце коридора горел мягкий, почти уютный свет. Я ожидала увидеть камеру пыток, но то, что я увидела, было гораздо хуже. За бронированным стеклом была обставлена точная копия моей детской комнаты. Розовые обои, те же куклы на полках, даже мой старый музыкальный плеер. В центре комнаты, в кресле качалки, сидел человек. Его лицо было бледным, почти прозрачным, а глаза были завязаны плотной черной повязкой. Это был Артём, мой брат, которого я оплакивала 10 лет. Он не погиб, но он и не жил. «Папа, это ты?» Голос брата был тонким, надтреснутым, как у ребенка. «Ты принес мне новые записи ее голоса. Я уже выучил все, что она говорила вчера в аэропорту».
Я зажала рот рукой, чтобы не закричать. Мой отец не просто прятал сына-убийцу. Он создал для него искусственный мир, где Артём жил моей жизнью, слушая записи моих разговоров, которые Игорь тайно записывал все эти годы. Артём не просто сбил тех людей, Аня. Марина подошла к стеклу, её отражение наложилось на фигуру моего брата. Он сделал это по приказу отца. Тот человек, которого они сбили в 2014-м, он был аудитором, который нашел дыру в счетах твоего папы. Твой отец превратил сына в киллера, а потом в овощ, чтобы тот никогда не смог заговорить. Вдруг динамики в комнате Артёма зашипели. «Артём, сынок, тише. Сестренка уже дома», — раздался из динамиков голос моего отца. Громкий, властный, транслируемый откуда-то извне. Она прямо за стеклом. Я обернулась. В дверях подвала стоял мой отец. В его руке был пульт, а на лице та самая добрая отеческая улыбка, которую я обожала всю жизнь. «Ты ведь понимаешь, Анечка, что теперь ты не можешь уйти?» — мягко сказал он. «Артёму нужны новые истории. А Игорю? Ну, Игорь выполнил свою задачу. Он привёл тебя к финалу». Из тени за спиной отца вышел Игорь. Он не смотрел мне в глаза. В его руках был шприц с мутной жидкостью. «Прости, Аня», — прошептал муж. «Но Марина всё ещё у него. Я должен выбрать её. Снова». Я открыла глаза и на секунду поверила, что мне снова 5 лет. Над головой знакомый балдахин с кружевами. На стене постер с котятами, который папа купил мне в 1 классе. Даже запах был тот самый. Смесь лавандового мыла и маминых духов. Но когда я попыталась пошевелиться, резкая боль в запястье вернула меня в реальность. Тонкая стальная цепочка соединяла мою руку с изголовьем кровати. В углу комнаты, в том самом кресле-качалке, сидел Артём. Он больше не раскачивался. Он замер, повернув голову в мою сторону, хотя его глаза все еще были скрыты черной повязкой. «Ты проснулась?» — прошептал он. «Папа сказал, что сегодня ты не будешь звучать из колонки. Сегодня ты будешь настоящий». Его голос был лишён интонаций, словно он разучился чувствовать. Он медленно встал и, безошибочно ориентируясь в пространстве, подошел к кровати. Его пальцы, холодные и сухие, коснулись моего лица. «Ты плачешь, Аня? Почему? Ведь здесь безопасно. Здесь нет машин, нет асфальта, нет той крови. Папа сказал, что снаружи все умерли. Остались только мы». Я смотрела на своего брата, который превратился в живое привидение, и понимала, мой отец не просто спас его от тюрьмы. Он вырвал его из времени, заперев в этом стерильном склепе вместе с моими детскими воспоминаниями. Дверь бесшумно открылась. Отец вошел с подносом в руках. Обычный завтрак. Овсянка, тосты, апельсиновый сок. Все, как я любила по воскресеньям. «Ешь, дочка, тебе нужны силы», — сказал он, присаживаясь на край кровати. В его взгляде не было злобы, только бесконечная, пугающая уверенность в своей правоте. «Зачем, папа? Зачем ты это сделал с нами всеми?» Он вздохнул, аккуратно поправляя мою подушку. «Мир — это хаос, Анечка. Грязный, несправедливый хаос. Я всю жизнь смотрел на подонков, которые уходят от ответственности, и на героев, которых топчут в грязи. Я решил, что в моей семье все будет иначе. Я создал для Артёма мир, где он не убийца, а невинный ребенок. Я дал Игорю цель и смысл, позволив ему искупить вину через служение тебе. А тебе я дал идеальную жизнь. Идеальную жизнь на костях?» Я выплюнул эти слова ему в лицо. Отец усмехнулся. «Кости — это фундамент любого прочного здания. Знаешь, почему Игорь вколол тебе снотворное? Не потому, что он предал тебя, а потому, что он знал, если ты начнешь сопротивляться здесь, моим людям придется применить силу. Он оберегает твое тело, Аня, как я оберегаю твою душу». Когда отец вышел, Артём снова погрузился в свое странное оцепенение. Я почувствовала под подушкой что-то твердое. Рука, не скованная цепью, осторожно нащупала предмет. Это был мой телефон, тот самый со взломанным паролем. Игорь не просто подкинул его мне. Он оставил открытой вкладку с диктофоном. Последняя запись была сделана всего 10 минут назад, в коридоре. Я прижала динамик к уху, едва дыша. Голос Игоря, тихий шепот. «Аня, слушай внимательно. Шприц был пуст. Там были только витамины. Ты уснула от шока. Не пей сок, в нем транквилизаторы.
Марина. Марина не та, за кого мы ее принимали. Она не жертва, она архитектор всего этого. Посмотри в ее папку в телефоне, файл наследства. Я иду за тобой. Ровно в полночь, когда отец включит систему очистки воздуха, у тебя будет 3 минуты. Ключ в кукле, на полке. Я замерла. Марина? Архитектор? Я быстро нашла в телефоне скрытый файл. Фотографии, документы, выписки из банков. Мои глаза расширялись с каждой секундой. Марина не была невестой Игоря. Она была дочерью того самого аудитора, которого сбил Артём в 2014-м. Но она не искала мести. Она искала партнерство. В этот момент дверь снова открылась, но вошел не отец. Вошла Марина. На ней больше не было капюшона. Она была в дорогом деловом костюме. Шрам на лице казался искусно нанесенным гримом. При свете ламп было видно, что это старый, профессионально сделанный косметический дефект, который она могла бы давно убрать. Она подошла к зеркалу в моей комнате и начала стирать шрам салфеткой. «Удивлена?» Она поймала мой взгляд в отражении. «Твой отец думает, что он кукловод, но кукловоду тоже нужны деньги. Тот аудит 2014 года мой отец нашел не просто дыру. Он нашел счета, на которых лежат миллиарды твоего папочки». Она повернулась ко мне, и в ее глазах я увидела такой холод, которого не было даже у полковника. «Я пришла не за Игорем, Аня, и не за справедливостью. Я пришла забрать то, что мой отец не успел обналичить. Твой папа думает, что он держит меня на поводке через Игоря, но на самом деле это я содержу этот особняк и этот подвал». Она наклонилась ко мне, обдав ароматом дорогих сигарет. «Игорь думает, что спасет тебя в полночь, но он не знает главного. Система очистки воздуха в 12 часов не просто включится. Она наполнит эту комнату азотом. Артём уйдет безболезненно. А ты подпишешь дарственную на все активы отца или станешь частью этой коллекции навсегда». Она улыбнулась и вышла, заперев дверь на 3 замка. Я посмотрела на куклу на полке. До полуночи оставалось 30 минут. Марина вышла, и щелчок замка отозвался в моей голове как выстрел. На стене висели старые часы с кукушкой. Папа починил их специально для Артёма, чтобы тот не терял связи с реальностью. 23 часа 35 минут. У меня оставалось 25 минут до того, как система очистки воздуха превратит эту розовую комнату в газовую камеру. Я рванулась, цепь впилась в кость, обдирая кожу. Боль была отрезвляющей. «Артём! Артём, помоги мне!» — закричала я, глядя на брата. Он сидел неподвижно, сложив руки на коленях. Его повязка слегка намокла. Он плакал? Или это был конденсат от тяжелого спертого воздуха? «Папа сказал, что ты уедешь, как мама». Его голос был едва слышен. Мама тоже уехала в полночь. Я слышал, как шипели трубы, а потом в доме стало очень тихо. Мое сердце пропустило удар. «Мама?» Нам говорили, что она умерла от рака в больнице. Неужели она закончила свои дни здесь, в этом идеальном склепе, когда стала мешать отцу? Я не стала тратить время на слезы. Единственная свободная рука дотянулась до полки. Старая фарфоровая кукла в пышном платье. Я смахнула ее наполовину. Фарфор разлетелся с оглушительным звоном. Среди осколков блеснуло золото, маленький поцарапанный ключ. Игорь не солгал, он действительно готовил этот побег годами. Замок на наручниках поддался со вторым поворотом. Я вскочила, ноги подкосились. «Артём, идём со мной. Мы выберемся». «Нет». Он покачал головой, не снимая повязки. «Я не могу дышать тем воздухом, Аня. Там слишком много правды. Я останусь в своей сказке». Я схватила телефон и бросилась к решетке вентиляции, о которой писал Игорь. Она была ослаблена. Я рванула ее на себя, обдирая ногти о металл. Внутри пахло старой пылью и гарью. Я ползла по узкому жестяному коробу, чувствуя, как стены сжимают мои плечи. Где-то внизу, в кабинете отца, раздавались крики. «Где она?» «Игорь, ты подонок! Ты за это ответишь!» Это был голос отца.
Совсем не тот добрый тон, которым он почивал меня овсянкой. Это был рев раненого зверя. «Она не вещь, полковник!» Голос Игоря звучал глухо, с хрипом, словно его прижали к стене. «Вы не можете запереть ее, как заперли сына!» «Я дал тебе все. Я сделал тебя человеком!» — гремел отец. Я доползла до очередной решетки и заглянула вниз. Кабинет отца. Игорь стоял на коленях, его лицо было залито кровью, а полковник навис над ним, приставив к его виску наградной пистолет. В углу, вальяжно закинув ногу на ногу, сидела Марина. Она подпиливала ногти, глядя на этот спектакль с абсолютным безразличием. «Хватит этой драмы, полковник», — Марина зевнула, не поднимая глаз. «У нас мало времени. Азот пойдет через 5 минут. Если Анна не подпишет документы, ваш сын умрет первым, а следом ваш бизнес. Игорь, не будь идиотом. Скажи ему, где она спрятала телефон». Я прижала ладони к губам. Они искали телефон. Тот самый, в котором были файлы о миллиардах. «Я ничего не скажу!» — прохрипел Игорь. «Аня уже далеко!» Отец ударил его рукояткой пистолета по затылку. Игорь рухнул на ковер. «Она никуда не ушла», — прошипел отец. «Из этого дома нет выхода, который я бы не контролировал». Марина вдруг замерла. Она подняла глаза на потолок, прямо на ту решетку, за которой пряталась я. Ее губы растянулись в тонкую змеиную улыбку. «Анечка, ты ведь там, правда?» — нараспев произнесла она. «Ты всегда была любопытной девочкой. Вылезай, давай договоримся. Твоему мужу нужна помощь, а твоему брату свежий воздух. Я могу все это дать. Всего одна подпись, и твой папочка отправится на заслуженный отдых, а мы с тобой станем самыми богатыми женщинами этой страны». Ты строил эти стены, Марина. Я знаю каждый болт. Система безопасности теперь подчиняется не полковнику и не твоим деньгам. Она подчиняется Ане. Я посмотрела на телефон в своей руке. На экране горела одна большая красная кнопка. Отмена. Но под ней была другая. Та самая вишенка, которую Игорь спрятал в коде. «Аня, если ты нажмешь «Архив», все записи преступлений отца и Марины уйдут в сеть через 30 секунд. Но если ты нажмешь «Очистка», в подвале откроется аварийный выход. Выбрать можно только одно. Либо месть, либо жизнь брата». За стеной в комнате Артёма послышался первый тяжелый кашель. Я посмотрела на отца, который тянулся к пистолету, на окровавленного Игоря и на беснующуюся Марину. Мой палец завис над экраном. У меня оставалось 3 секунды до того, как Артём сделает последний вдох. Мир сузился до размеров экрана смартфона. 2 кнопки. Архив. И мир узнает о чудовище в погонах, но Артём сделает последний вдох в газовом облаке. Очистка. И брат будет жить, но отец и Марина выйдут сухими из воды, купив себе новую жизнь на мои деньги. Я посмотрела на Артёма через стекло. Он бился в конвульсиях, его тонкие пальцы царапали розовые обои моей детской. В этот момент я поняла, месть — это яд для тех, кто уже мертв, а он был единственным живым напоминанием о том, что во мне еще осталось что-то человеческое. Я нажала «Очистка». С шипением открылись аварийные клапаны, воздух с ревом ворвался в комнату брата, но одновременно с этим щелкнули замки на главной двери кабинета. Марина и отец замерли, в их глазах вспыхнула надежда. Они решили, что я сдалась. Марина первая бросилась к выходу, поправляя пиджак, словно ничего не произошло. «Умница, Анечка», — бросила она на ходу. «Мы еще станем подругами». Она ошибалась. Очистка означала не прощение. Она означала, что я вычеркиваю их из своей реальности. Игорь поднялся с ковра, вытирая кровь с лица. Мы не обнялись. Между нами стояла тень Марины, тень аварии и 10 лет лжи. Он протянул мне руку, но я прошла мимо, к отцу. Полковник стоял у окна, глядя на рассвет.
Его руки больше не дрожали. Он снова был тем самым властным человеком, который решал судьбы. «Ты думаешь, ты победила?» — тихо спросил он. «Завтра я сделаю один звонок, и все вернется на круги своя. Игорь сядет за похищение, Марина получит свои счета, а ты... Ты просто истеричка, не выдержавшая стресса». Я посмотрела на него и почувствовала не ненависть, а пустоту. «Нет, папа, ты не сделаешь этот звонок. Потому что пока ты ждал полицию, Игорь перевел все активы твоего фонда на счета жертв ДТП 2014 года. Имена всех тех семей, которые ты растоптал. Ты теперь не полковник. Ты старик с огромными долгами перед людьми, которым больше нечего терять». Лицо отца осунулось. В одну секунду он постарел на 20 лет. Он понял, я не просто открыла дверь. Я отобрала у него то, что он ценил больше жизни. Власть. Мы вывели Артема на улице. Он впервые за 10 лет снял повязку. Он щурился от тусклого утреннего солнца и плакал, глядя на обычные деревья, на грязный асфальт, на живых людей. Для него это было чудо. Для меня начало долгого пути по судам и реабилитационным центрам. Марина исчезла. Такие, как она, не тонут, они просто меняют кожу и ищут новую жертву. Но теперь ее лицо, ее настоящее лицо без грима, было в каждой базе данных, которую успел отправить Игорь до блокировки системы. Игорь стоял у ворот особняка. «Что теперь?» — спросил он. «Ты сдашь меня?» Я посмотрела на него, на человека, который любил одну, жил с другой, а спас третью. «Уезжай, Игорь. Исчезни так же, как исчез мой брат. Я не прощаю тебя. Но я не хочу больше быть твоим тюремщиком». Он кивнул, сел в машину и уехал, не оглядываясь. В этом не было романтики, только бесконечная усталость двух людей, которые сожгли друг друга дотла. Я сидела на заднем сиденье такси. Артём спал, положив голову мне на плечо. В моей сумке лежал телефон с единственным вызовом в полицию, который я все-таки сделала. Но не как дочь полковника, а как свидетель. За кадром моей жизни остались 10 лет лжи. Впереди была неизвестность, пустые счета и презрение тех, кто раньше заискивал перед моим отцом. Но когда машина проезжала мимо того самого шоссе, где все началось, я открыла окно и вдохнула полной грудью. Воздух пах дождем и свободой. Горькой настоящей свободой, у которой нет цены. Я больше не была страховым полисом. Я была просто женщиной. Женщиной, которая наконец-то вернулась домой к самой себе. Прошел ровно год. Если бы мне тогда, в том подвале, сказали, что я буду просыпаться не от страха, а от запаха свежего хлеба в маленькой съемной квартире у Моя, я бы не поверила. Артём, мой брат, ему было труднее всего. 10 лет в розовом склепе не проходят бесследно. Первые месяцы он боялся снимать повязку на улице. Свет казался ему слишком честным, слишком режущим. Но сейчас он работает в гончарной мастерской. Его руки, которые когда-то держали руль в ту роковую ночь, теперь лепят глину. Он молчит, почти всегда молчит. Но в его глазах больше нет того детского ужаса. Мы сменили фамилию, мы сменили города. Мы просто два человека, которые учатся дышать заново. Без охраны, без миллиардов, без лжи.